Здравствуйте! Хотите ощутить те энергии, о которых говорит цигун? Всегда лучше знать все на собственном опыте, чем 10 раз услышать. Давайте попробуем. Для этого нам нужно подготовить немножко наши руки. Как мы это сделаем? Нужно взять два пальца, сделать таким образом, и каждый палец на другой руке почистить. Раз, два, раз, два. Щелкают не суставы этого пальца, а вот эти. Раз, 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 раз. То же самое на другой. Уходит старая отработанная энергия, которая скапливается на кончиках пальцев. Обычно пальцы становятся такими горячими, потому что начинает двигаться энергия. Следующее, что нужно сделать, это растереть ладони до состояния горячее. Угу. Старательно, хорошенечко. Хорошо. И теперь потрясем, расслабим, сделаем их, как вот такая лапша сырая. Абсолютно расслабленные, разогретые руки нам нужны. Теперь что будем делать? Нужно, лучше закрыв глаза, представить себе, что у вас между ладонями какой-нибудь шар из воздуха или из энергии, из тумана, из чего хотите. Неважно. И поманипулировать им. То есть порастягивать, покрутить, позжимать. Все что угодно. Даже можно поставить видео на паузу и позаниматься минут 5. И понаблюдайте за ощущениями, которые возникают у вас и в ладонях, и в целом ощущения. Что-то будет. Где-то будет слабее, где-то сильнее, у кого-то лучше, у кого-то вообще может не получиться. Это все зависит от изначальной чувствительности, которая улучшается во время практики, развивается, неважно. Но сейчас просто мы хотим убедиться, что есть какая-то энергия. Вот так. Хорошо, это такой первый шаг. Второй шаг – это представить себе, что у вас в руке образуется такой какой-нибудь шарик или комочек или снежок. Так просто раз из пространства создали и кидаете вы в другую руку. Отсюда кидаете, этой рукой ловите. И надо умом точно понимать, что вы хотите, чтобы шар оказался в этой руке. Кидаем, ловим. И пытаемся ощутить. С другой стороны. Угу. Можно поместить какой-нибудь предмет, например, собственную голову между рук. Если возникает мысль, что это просто воздух, можно перегородить. Но точно надо понимать, что вы кидаете в руку, не в голову. Кинули, ловим. Кинули, ловим. С другой стороны. Так бывает, что одна рука лучше, больше чувствительна, другая меньше. Вот это те энергии, которые разлиты в пространстве, и которой можно заниматься, и чем и занимается цигун. У кого-то получается лучше ощущать, у кого-то не получается совсем, у кого-то меньше. Это зависит от многих факторов и в первую очередь от активности вот этих точек. Они называются лаогун. Их можно найти, просто опустив пальцы, и подушечки упираются в эту точку. Речь идет не о том, что у нас в физическом нашем теле есть какие-то дырки, которые, в общем-то, откроются или активны, или неактивны. Речь идет о нашем энергетическом теле, о нашей энергетической составляющей.
Просто физическое тело, оно следует вслед за энергиями. И поэтому, а мы привыкли отталкиваться от плотного, от физического мира и от нашего физического тела. Поэтому мы, манипулируя физическими нашими телами, на самом деле работаем с энергетикой. Так вот, эти точки находятся на нашем энергетическом аспекте, в нашем энергетическом аспекте. Активизируем их. Что делаем? Кладем руку на поверхность какую-то, спокойно, расслабленно, ладонью вверх. Другая рука нам не нужна, убираем ее. Закрываем глаза и таким внутренним взором представляем себе, что наша энергетическая кисть становится больше, больше, еще больше. Теперь в половину меньше, больше, меньше, больше. Растягиваем ее, меньше, больше. Размером как у хоккейного вратаря такая ловушка есть. Меньше в половину, больше, меньше, больше, меньше, больше. Вот как сделали, как эту ловушку, и оставьте ее такой. Теперь в середине энергетической нашей ладони увидьте или представьте такую точку лаогун в виде какой-нибудь воронки, такой мембраны, или может быть, как у рыбы, которая дышит, рот открывается, закрывается. Пульсирующее нечто активное. И эту точку делаем тоже больше, растягиваем, меньше. Раскрывается больше, меньше, больше, еще больше, меньше, больше, меньше, больше, меньше, больше, еще больше, размером прямо с эту раскрывшуюся большую ладонь. И оставляем ее. Теперь, когда у нас точка лаогун раскрыта, активна, мы можем дальше двигаться. Есть такая практика, которая называется дыханием через точку лаогун. Дыханием мы занимаемся, вдыхая энергию. Через легкие мы получаем кислород, воздух втягиваем, а здесь втягиваем энергию. И эти два процесса могут совпадать, а могут не совпадать. Это как кому удобно. Давайте попробуем. Надо положить руку на горизонтальную поверхность, на стол или на колено. Другая рука нам не нужна. Закрываем глаза и внутренним своим взором обращаемся прямо к раскрытой точке лаогун. И делаем вдох, энергию втягиваем через эту точку извне. Вдох и тянем, тянем, тянем до локтя эту энергию. Дошла, смотрим, выдох, как фонтанчик выходит. Снова вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Раза 4 можно так сделать, а потом стараться тянуть выше, до верхнего плечевого сустава. Делаем дальше. Вдох, тянем, тянем, тянем до плеча. Выдох, выталкиваем. Снова вдох, выдох, вдох, выдох.
Хорошо. Оставляем точку лаугун раскрытой, ладонь большой. Пускай они будут активны. И возвращаемся. То же самое нужно сделать и со второй рукой, повторить. Сколько раз? Это столько, сколько у вас позволяет время и возможности. Один из лучших принципов – это чем больше, тем лучше. В результате, после практики, здесь у вас остаются какое-то время ощущения. Либо это может быть покалывание, либо какие-то температурные там проявления, либо холодно, либо горячо. Это свидетельствует о том, что у вас все получилось. Если нет, то нужно продолжать до того, как получится. Вот такая практика по активизации точек лаугун. Всего доброго.